Наверняка у многих был такой момент в жизни, когда вы просто смотрите на звезды в ночном небе и думаете: вот если на Земле возникла жизнь, то есть вероятность, что и в другом месте возникнет. Не может же такого быть, что мы просто одни. Может. И сегодня я вам расскажу о такой интересной штуке, как парадокс Ферми. Присаживайтесь поудобнее. Космическое путешествие начинается. Всем привет! Если вы забыли, то это рубрика, в которой мы подробно разбираем парадоксы, эффекты, феномены и когнитивные искажения. Меня все еще зовут Топа. Наливайте чаек, заворачивайтесь в плед и начнем. А начнем мы с небольшого рассказа о человеке, в честь которого назвали этот парадокс. Это Энрико Ферми, итальянский физик. Больше всего известен как изобретатель первого в мире ядерного реактора. В честь него назвали улицу и кратер на обратной стороне Луны. Что ж, это было увлекательно. А теперь о самом парадоксе. Дело было в 1950 году. В те времена, когда научная фантастика трубила о пришельцах. Вера в них достигала своего пика. В рабочей столовой Ферми и 3 его коллеги обсуждали иллюстрацию в Нью-Йорк Таймс, которая показывает, что все урны в городе украли пришельцы. Если знать о том, что любой разговор такого плана рано или поздно переходит к философии или политике, то нет ничего удивительного в том, что они решили основательно обсудить отсутствие каких-либо признаков внеземных цивилизаций. А Ферми добавил что-то вроде: «Вы задумывались о том, где все?» Эпичная фраза. Я точно задумывался, и я правда сторонник того, что мы не одни во Вселенной. Никакой конспирологии нет, нас никто не посещал, и среди нас никто такой не живет, наверное. Но вот во Вселенной, во всей Вселенной, о которой мы ничего почти не знаем, думаю, все же да. Но к этому мы еще вернемся. У нас есть технология принятия сигналов из космоса. В сравнительной близости от нас есть планеты вроде как пригодные для жизни, а мы видим космос на больше, чем 13 миллиардов световых лет. Но если учесть тот факт, что Вселенная расширяется, а галактики отдаляются, то мы можем видеть и все 46 миллиардов световых лет во все стороны. В километрах я такую цифру даже не смогу на экране разместить, но я знаю, как выкрутиться. Так где все, мать твою? Это и есть парадокс Ферми. Вроде пришельцы должны быть, но их нет. Только произошло небольшое недопонимание. Если судить по единственному существующему документу об этом, Ферми не имел в виду, что пришельцев нет. Он рассуждал о том, что, может, нет еще таких ракет и технологий, чтобы к нам добраться. А еще, может, другие цивилизации еще не появились, а может, наоборот, уже умерли. А уже потом по случайной случайности Ферми приписали совершенно другие взгляды. Описал-то это все астрофизик Майкл Харт в 1975 году, и началось. Так что логичнее было бы назвать парадокс Харта. А еще можно назвать парадоксом Циолковского, ведь еще в 1933 году ученый Константин Эдуардович Циолковский описал это, только не просто на словах, а на бумаге. Но нет, это приписали Ферми, который, по словам других людей, сказал это в столовой. А все из-за эпичной фразы «Так где все?». Серьезно? Но, мне кажется, переоцененность вклада определенных людей в определенные изобретения – тема вообще отдельного видео. Кстати, наш любимый скептик Карл Саган не был уверен в правдивости этой истории со столовой. Но расследования показали, что этот разговор вполне имел место. Чему мы научились? Что иногда скептицизм заходит настолько далеко, что уже становится какой-то навязчивой идеей. Может, тогда подвергнем сомнению форму Земли? Ну да. Ладно, с предысторией разобрались. Но есть ли ответ? Что говорят ученые? Что говорят конспирологи? Что говорит Василий за столом с пацанами? Давайте выяснять. Считается, что есть несколько вариантов решения парадокса. Вариант первый. Мы отсталые ребята. Мы самонадеянно ждем, что кто-то прилетит из далеких краев. Если у кого-то есть такие технологии добраться до нас, то, разумеется, у них есть технологии покруче нашего. Мы ведь не можем так сделать. А если у них есть технологии получше, то мы для них отстаем в развитии. И вполне вероятно, что нет никакого смысла лететь к отсталой цивилизации, которой даже нельзя сказать «привет». Может, даже не поймут. Вряд ли кто-то из вас ходит в зоопарк только для того, чтобы поговорить с животными. А даже если и так, чего вы вообще ждете?
Кстати, это натолкнуло на второе решение – гипотеза зоопарка. Представим, что сейчас животные – это мы, а инопланетяне – это люди, и они настолько другие, что даже не пытаются с нами связаться. Или даже если и пытаются, то мы этого не понимаем. Мы в неком заповеднике и думаем, что перед нами все открыто. Беги, куда глаза глядят. О, новая планета! О, новая галактика! Только мы, как и животные в больших заповедниках, никогда создателей заповедника-то и не видели за свою жизнь. Смекаете? Это увлекательно. Это называется невмешательство. Возможно, на постоянной основе, ради какой-то цели, например, для нашей естественной эволюции. А может, пока мы просто не дошли до нужного момента, когда с нами уже заговорят. Подождите, если мы для них животные, то кто для них животные? Это работает примерно так. Мы развиваемся, как развиваемся. Вроде бы контактов с другими цивилизациями еще не было, и никто нам не помогал. А вот если бы помогали, то произошел бы некий эффект бабочки, и что-то бы изменилось. В сериалах «Звездный путь» и «Орвилл» хорошо показаны такие примеры. По правилам Союза ты должна была оставить девочку умирать только ради избежания вмешательства в культуру. Это называется Prime Directive, и значит, что вы ни при каких обстоятельствах не должны вмешиваться в жизнь менее развитых цивилизаций. Это нарушит естественный процесс. Первая директива – это не просто собрание правил. Это философия. И очень правильная. История снова и снова доказывала, что всегда, когда человек вмешивается в жизнь менее развитых цивилизаций, с какими бы добрыми намерениями это ни делалось, это неизменно заканчивается катастрофой. Почему бы и с нами так не поступать? Каково это понимать, что мы не видим никого, но нас видят? Немного отвлечемся от решения и поговорим еще кое о чем. В парадоксе Ферми есть и еще один парадокс. Парадокс Сети. Сети – это программа поиска внеземных цивилизаций. Парадокс заключается в том, что мы ищем, но сами не отправляем какие-то сигналы, чтобы нашли нас. Фишка в том, что если все цивилизации только ищут, как и мы, то никто никогда ничего не найдет. Вот же тупость. Есть два стула – отправлять или не отправлять. Или мы отправим сигнал и нас услышат, и приедут за нами на крутых тачках и начнут в нас стрелять и грабить, а так, напомню, считали многие, в том числе и Стивен Хокинг. Или мы не отправляем сигнал и сидим как дураки в одиночестве. Мы выбрали второй вариант. Нет, мы, конечно, пытались, но это было не очень серьезно. Проблема с Сети заключается в том, что это все слишком узконаправленно. Они не ищут какие-то организмы по всему космосу. Они ищут какие-то сигналы на определенных радиочастотах в определенном радиусе. Многие даже называют это бессмысленным. Астроном Владимир Сурдин считает, что радиоволны – это очень короткий этап, и уже сейчас люди пользуются чем-то лучшим и более тихим. С чего мы взяли, что радиоволны используют другие цивилизации? Это может быть связь с помощью лазеров или нейтрино, или какой-то неведомой херни, о которой у нас даже представления нет. Но Сети ищет только радио. Интересный факт. В США за разбазаривание государственных денег была даже премия Golden Fleece Award. И Сети наградили в 1978 году. А в 1993 Конгресс США отказался от финансирования этого проекта. Разумеется, так случается, что ты вроде не воспринимаешь всерьез какой-то проект, а потом они бах и находят внеземные цивилизации. Каждый день ведь такое происходит. Но поверьте, это стоило бы всех денег мира. Но пока что, увы, и теперь Сети финансируются частными инвесторами. Так что какую бы пользу они ни приносили, мы не имеем права считать их деньги. Но факт есть факт. Мы ничего не нашли. Что, кстати, не мешает Сету Шостаку, старшему астроному Сети, говорить, что мы найдем другие цивилизации к 2025 году. У него осталось 6 лет.
Вообще странно, почему он так считает, ведь пока что мы не нашли ничего. Zero. 0. Пустота. А представьте, какая ржака Абасака, если другие цивилизации вообще не пользуются радио. Или чуть-чуть шагнули вперед, потому что появляются все новые технологии, и радио будет в ходу, от силы пару сотен лет. Вот это вот столько вот в космических масштабах. Это был бы максимальный провал. Вот смотрите, все наши радиопередачи за все время распространились пока что на ничтожные 100 с лишним световых года, когда наблюдаемая Вселенная около 46 миллиардов световых лет. Это как кричать, когда у тебя голоса нет. Вообще очень оптимистично думать, что они будут общаться так же, как и мы. Они могут общаться каким-то ранее неизвестным методом, а на радио им может быть плевать. Это как общаться с богомолом. Вы такие: «Привет, богомол!» А он такой... Чтобы это не значило. В общем-то, все, что мы делаем, это пытаемся получить сигнал или отправляем наш сигнал. А теперь подумайте, а не бред ли собачий это? Мы радиочастоты когда открыли? 100 лет назад? Как мы можем быть уверены, что так совпало, что именно за эти 100 лет к нам что-то прилетит? С чего мы вообще взяли, что даже если кто-то и примет наш сигнал, то поймут, что это за херня? На что мы вообще надеемся? Ах да, плюс ко всему, никто из землян никогда не видел пришельцев, несмотря на их утверждения в обратном. А все эти образы навеяны научной фантастикой. Так что мы даже понятия не имеем, как они будут выглядеть и из чего будут сделаны. Не говоря уже о способе общения. А вообще, может, это примитивная форма жизни. Сложно. Хотя сейчас появляются проекты, которые все-таки ищут что-то помимо радиосигналов. Вот реально. Желаю удачи. Она понадобится. Я не хочу сказать, что SETI это не наука, совсем нет. Просто это очень похоже на религию. Есть некая фундаментальная идея, что истина где-то рядом. В космосе мы не одни. Только вот подтвердить или опровергнуть это пока невозможно. Здравствуйте. Не хотите поговорить об инопланетных цивилизациях? Нет, спасибо, меня такое не интересует. Астрофизика? Нет, спасибо. Спасибо. Вы можете считать меня фанатиком, но я тоже думаю, что мы не одни. Вообще уже мало кто так думает из ученых, но тем не менее, такое решение парадокса тоже существует. Мы одни. А такое возможно? Но ведь если мы появились, то где-то тоже может появиться. Нельзя же этого исключать. Исследователи говорят, что около 22% звезд солнечного типа, наблюдаемых орбитальным телескопом Кеплер, имеют потенциально обитаемые планеты размером с Землю. А знаете, сколько звезд он наблюдал? Около 100 тысяч. Выходит, во всей Вселенной потенциально обитаемых планет должно быть просто дохера. Может, на них есть вода, может быть, мы тоже там смогли бы находиться. Так может быть, это и есть ответ? Все намного сложнее. Никто не гарантирует того, что эти планеты могут быть обитаемые. Хоть там 300 раз подходящие условия для этого. Так что даже если мы увидим в телескоп вторую Землю, далеко-далеко, вот прям Землю, мы не можем быть уверены, что там тоже есть жизнь. Пока что мы одни, так как нет доказательства обратного. А теперь представьте ситуацию, когда мы обнаружили такую планету относительно недалеко, в 20 световых годах. Мы отправляем туда сигнал: пацаны, мы тут, вы не одиноки. Но мы-то в наше время живем сейчас. А там вполне вероятно такой период, что только трилобиты появились. Так что, разумеется, никто нам не ответит. Чтобы наш сигнал дошел и его поняли, должно очень сильно все совпасть. А нужно ли нам вообще посылать сигналы и ждать, пока нас найдут? Тут есть несколько мнений. Если помните, Стивен Хокинг высказывал опасения, что к нам могут прийти отнюдь не за дружбой. Откроем книгу известного популяризатора науки Мития Каку и прочтем шикарное начало одной из глав. В один прекрасный день прибыли чужие, представители иной цивилизации. Прибыли они из далеких земель, о которых никто никогда не слышал, на странных, чудесных кораблях, использовавших технологии, о которых местным можно было только мечтать. Их защищала броня и прочные щиты, подобных которым никогда не видели местные. Они говорили на неизвестном языке и привезли с собой странных животных. Все гадали, кто они, откуда пришли. Одни говорили, что это посланцы со звезд,
другие шептали, что они похожи на богов небесных. К несчастью, все они ошибались. Шел судьбоносный 1519 год, и столкнулись две империи – ацтекская и испанская. Да, речь про тот самый момент, когда открывали новые земли. Такое сравнение очень часто приводят. Если кто-нибудь окажется настолько сильно развит, что из далеких-далеких галактик припрутся к нам, как вы думаете, случится ли то же самое? Очень вероятно. Очень вероятно, но они находились на одной Земле, сейчас мы это знаем. А еще мы знаем, что на Земле уже нет места, которое мы не можем изучить. Ну, кроме глубин океана. Как это все можно сравнивать с нашим знанием о том, что космос такой огромный и недосягаемый? Звезд во Вселенной больше, чем песчинок на пляжах. Как все это можно сравнивать с людьми на одном континенте и на другом? Если только не выяснится, что космос — это тоже часть чего-то маленького, а за пределами то, что мы не видим, так как у нас просто нет таких технологий. Но прилетят они, допустим. Что дальше? Все эти фильмы о пришельцах навязали нам мысль, что мы сильны духом, мы сможем их победить, у них есть слабое место. Звуки, которые они не переносят? Компьютерный вирус из 90-х? Да с чего нахрен вдруг? Они могут быть настолько технологичнее, что посмотрят на наши навороченные штучки и подумают, что мы приматы, которые себе по голове палкой бьют. Вы только представьте, миллионы лет разницы между нами. Технологии, которые мы даже в фантастических романах не сможем прочесть. Новые законы физики. Конечно, нет никакой надежды на то, чтобы надрать им задницу. Они просто нажмут своим щупальцем на кнопку, и нашу планету просто дезинтегрируют. Что это за огромная херня? Срочно звони в Пентагон. Пожалуй, единственный фильм о пришельцах, основанный на реальных событиях. С другой стороны, если цивилизация не такая примитивная, как мы, они теоретически могли бы разрешить все конфликты у себя и не захотеть вступать в новые, даже ради ресурсов. Они бы поделились технологиями с нами, и это был бы самый значимый день в истории. Но если это не так, то нам жопа. Это все безумно интересно. Вот вам интересно, если вы досмотрели до сюда, мне интересно. Но есть люди, которым плевать. Они не видят особого смысла в поиске чего-то другого. Ну, если бы кто-то там был, то мы бы, наверное, об этом уже знали. А так, у нас и тут дел хватает. Найти лекарство от рака или там изучить океан. Примитивное мышление. От астрофизиков я слышал мнение, что космос нужен для изучения. Если мы не будем его изучать, мы останемся на месте, и это будет новое средневековье. А это, как вы понимаете, гибель цивилизации, потому что ресурсы не вечные. Так что если вы задаете себе вопрос, а зачем ученые делают это, какой прок от этого сейчас, то тут все. Тут тупик. Любые, даже самые маломальские исследования важны по-своему. Они открывают и дают старт новым размышлениям. Ну а что-то я совсем загнался. А знаете, кто может решить парадокс Ферми? Никто. Но это попытался сделать Фрэнк Дрейк. Он создал настоящее уравнение, которое покажет, одни ли мы во Вселенной. Вот так оно выглядит. Мы пытаемся выяснить количество внеземных цивилизаций, готовых на контакт. Каким же нахрен образом мы будем это делать? Тут все подробно расписано. Берем количество звезд, образующихся в год в нашей галактике. Умножаем на долю солнцеподобных звезд, обладающих планетами. Затем на среднее количество планет с подходящими условиями для появления жизни. Потом на вероятность зарождения жизни на таких планетах. Далее на вероятность возникновения разных форм жизни на них. Следом умножаем на долю цивилизаций, у которых может возникнуть технология, которую мы увидим или услышим. И, наконец, мы умножаем на период времени, в течение которого такие цивилизации выпускают обнаруживаемые сигналы в космос. Что ж, вроде все просто. И вы спросите, так каков ответ? Да чтоб я знал. Дело в том, что переменные мы знаем очень приблизительно, и одного ответа не существует. Но уравнение Дрейка не пытается что-то решить. Оно создано для стимулирования дискуссии. Есть одна проблема.
где же все, твою мать? А уравнение позволяет разделить проблему на понятные задачи и решать их постепенно. Решения есть разные, начиная от того, что мы совсем одни, и заканчивая тем, что вокруг нас просто кишит другими цивилизациями. А где же правда? Пока что у каждого своя. Кстати, есть очень интересный сайт, где можно вбить свои параметры и посмотреть, что получится. Одна из самых бесполезных вещей на планете Земля, я считаю. Какой смысл? Карл Саган говорил: во всех этих просторах нет никаких намеков на то, что из других мест придет помощь, чтобы спасти нас от самих себя. Знаете, что он имел в виду? Человечество сейчас находится в той стадии, что мы как бы сами решаем, когда мы исчезнем. Ну, разумеется, не мы с вами, а правительства стран. У нас достаточно ядерного оружия для уничтожения всего. Очень сомневаюсь, что в ближайшее время кто-то прилетит или мы куда-то улетим. Остается проедать ресурсы и ждать, когда оружие применят. Ну, или мы настолько засрем свою планету, что жить тут станет просто невозможно. Это, кстати, был один из вариантов решения парадокса. Решение номер 4. Наша планета и жизнь на ней появились достаточно рано, так говорит одно из исследований. 4,6 миллиарда лет назад на космическую вечеринку подоспела Солнечная система и Земля в том числе. И ученые говорят, что 92% потенциально обитаемых планет просто еще не успело появиться. Если их сейчас до хрена, то сколько будет в будущем? Возможно, время для другой жизни еще не пришло. Жизнь, знаете ли, очень сложно начать. И то, что у нас так все круто сложилось, вышло только потому, что нам повезло находиться в так называемой зоне обитаемости. Или, как я ее называю, зона зашибись. Земля находится в условной зоне зашибись, а вот Венера или Марс нет. Даже если там когда-то и была жизнь, сейчас там полное дерьмо. На Венере горячо, как в аду, а на Марсе холодно, как у меня в сердечке, когда вы лайки не ставите. Мы, выходят, избранные, и мы стараемся искать такие же планеты, но это намного хуже, чем искать иголку в стоге сена. Инопланетяне могли еще не появиться, а могли уже исчезнуть. Ну классно. Основную информацию о потенциально обитаемых планетах мы получали с аппарата Кеплер. Только вы видели его радиус обзора на данный момент? Он отмечен желтым. Он изучил вот настолько мало даже в масштабах нашей галактики. А сколько галактик нам пока известно? Ну, где-то 2000. Миллиардов галактик. По последним оценкам, около 2 триллионов. Вы там не упали в обморок? Я был прям вот настолько близок. Потом посмотрите на снимок с него и просто находитесь в шоке от масштаба происходящего. А он смотрит всего-то в замочную скважину. Благо сейчас начал работу телескоп ТЭСС, который по расчетам около 20 тысяч новых планет вне Солнечной системы откроет. Зная это, насколько же надо быть пессимистом, чтобы говорить, что мы одни? Ведь наш поиск только начался. Все, что нам остается, ждать, когда в 20-х годах запустят телескоп Джеймса Уэбба, который в том числе будет следить за планетами, пригодными для жизни. А после него запустят телескоп Плато, который выяснит, благоприятные ли условия жизни на планетах. Надеюсь, они найдут планету, которая почти наверняка пригодна для жизни, и мы сможем воплотить сюжет книги Бернара Вербера «Звездная бабочка». 2000 космонавтов, мужчин и женщин, произведут на свет потомство, чтобы оно могло преодолеть 20 тысяч миллиардов километров за 1000 лет. Понимаю, это, ну как сказать, что-то новенькое. Но с учетом современных технологий, которыми мы располагаем, другого решения я не вижу. Проще говоря, конец Земли не будет концом нас. Неплохо звучит. Подытожим. Мы слушаем космос ничтожно короткий промежуток времени. Мы так или иначе отправляем сигналы тоже очень недавно. Видите вот эту сраненькую маленькую точку? Это вот в этом радиусе пока что слышны наши радиоволны. Цивилизации могли еще не появиться, а могли уже погибнуть. Мы можем быть еще не готовы ко встрече, а может быть, нас специально держат в неведении. И из этих вариантов мы не знаем, какой правильный. Вполне возможно, что никакой. Такие вот неутешительные прогнозы. А знаете, что на самом деле забавно? Парадокс Ферми мало того, что не Ферми, так еще и не парадокс. Просто высказывание «внеземная жизнь должна быть» никак не противоречит тому, что мы ее не видим. Отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия.
1500 летия назад было очевидно, что Земля – центр Вселенной. 500 лет назад все были уверены, что Земля плоская. 15 минут назад ты знал, что человек – самый разумный вид на планете. А что узнаешь завтра? Цитата из «Людей в черном». Но ведь на самом деле каждый день мы узнаем что-то новое, и нам неизбежно будет узнать то, что перевернет наше восприятие. Может, просто еще рано? На самом деле, это далеко не все, что я хотел рассказать. О не парадоксе, не Ферми есть еще очень много интересной информации, и я в ближайшее время обязательно вам о ней расскажу. И покажу. А пока что смотрите ссылки в описании и помните, что мне нельзя верить на слово. Лучше перепроверить. А теперь мы отправляемся на другие планеты. Подожди. Что это? Сэр, судя по всему, это корабль Рокет. На борту дебетовые карты? Так точно, сэр. С бесплатным обслуживанием и кэшбэком от 1 до 10%. Совершенно со всех покупок. Черт возьми, это слишком выгодно. Сэр. Да? У них 5,5% годовых на остаток в рублях. И начисляется каждый месяц. Иисусе, что ты такое? Они стреляют по нам, но я не слышу звук. Ты что, дурак? В космосе же нет звука. А, нет. Они просто лазерной связью прислали нам свое приложение. И оно, кстати, очень удобное. Пишет, что можно снимать деньги в любых банкоматах бесплатно. Даже в созвездии Центавра. Соберись. Я не знаю как, но они уже у нас на борту. Приготовиться. Каждый месяц с этой карты можно переводить 30 000 рублей без комиссий на любые другие банки. Это самое выгодное предложение. Какого хрена? Я думал, у нее ствол. Твою мать! Она хоть ссылку в описании оставила? Да, сэр. 500 Рокет рублей для тех, кто закажет карту по ссылке. Ха, ну тогда плевать. Скажи, что разбомбим их, если они не отдадут все карты.